Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня для вас обзор на новые для меня торговые марки материалов. В данном случае это Космолак и Старлак из магазина Лакбери. Ссылочку на магазин, конечно же, оставлю в описании. Что же интересного заметила для себя я в данных материалах? Итак, первая торговая марка – это торговая марка Космолак. Производство Россия. Все исходные данные есть на упаковке, есть на баночке лака, то есть производство, дата выпуска, срок годности, все это можно увидеть на упаковочке. Очень приятная, нежная, сливочная консистенция гель-лака и довольно-таки хорошая пигментация. В принципе, торговая марка меня порадовала. Очень вкусные оттенки, интересная цветовая палитра. Ну и, конечно же, мои любимые объемы по 8 мл. Как вы видите на типсиках, в основном все оттенки однослойники. На типс выкрашиваются вполне себе в один слой, но на ручки будут ложиться все-таки в два слоя, хотя большинство мастеров работает на руках именно в два слоя покрытия. Вторая же торговая марка – это торговая марка Старлак. Вот такие вот мини-пузыречки по 5 мл, начиная от витражных оттенков и заканчивая оттенками с блесточками, то есть громаднейшая цветовая палитра. Но лично я для себя не люблю такие маленькие флакончики. Мне не очень удобны короткие кисточки. Я люблю все-таки флакончики побольше, потому что клиентов довольно-таки много. И у нас вот эти вот мини-флакончики, особенно цвета, которые нам понравились, расходятся очень и очень быстро. Но я прекрасно понимаю, что для девочек, которые работают, только начинают работать или работают только на себе, делают маникюр только себе, такие мини-флаконы будут безумно удобны, потому что цена у них просто замечательная. За маленькие деньги можно взять очень большую палитру материала. Но все-таки, если сравнивать чисто для меня эти две торговые марки, мне Космолак понравились все-таки побольше. У них консистенция для меня более приятная, эти чуть-чуть более жидкие. Ну и, как я говорила, я люблю больше флакончики 8 мл за их длинную кисточку и за то, что просто больше лака в них налито. Ну а там решайте сами, как вам удобнее. Вы видели и ту торговую марку, и эту. Ничего не скрываю, показываю все как есть. Напишите мне в комментариях, какие флакончики больше любите вы. Флакончики побольше или все-таки баночки поменьше? Итак, вот такая вот большущая посылочка с новыми материалами вам была показана. Спасибо большое еще раз магазину Лакбери за предоставленный материал. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании. Ну а мы начинаем с вами делать дизайн ногтей. Итак, как обычно, коррекцию на ноготках мы с вами уже сделали. В данном случае выполнили после коррекции маникюр, который я, конечно же, до сих пор делать не умею, ничего не поменялось. Вы умеете лучше, чем я. Но, тем не менее, начинаем потихонечку красить. Красим оттенками, которые были представлены вам немножечко раньше. Если вам интересны номера, вернитесь чуть-чуть, посмотрите выкраску, потому что там будут номера указаны, и там можно будет посмотреть, какой конкретно номер здесь использован. В данном случае в дизайне ногтей, в маникюре этой клиентки мы будем использовать с вами игру на контрастах. Что это значит? У нас сиреневый оттенок, такой фиолетово-сиреневый. К этому оттенку очень хорошо и контрастно будет смотреться оранжевый цвет, потому что оранж и фиолет на нашем цветовом круге находятся напротив друг друга. Они являются контрастной парой, но работать с контрастами всегда нужно очень аккуратно. Нельзя сделать просто оранжево-фиолетовые ногти. Это будет слишком ярко, это будет похоже на попугая.
Поэтому для того, чтобы снять вот это вот ощущение контрастности, мы добавляем дополнительные оттенки. В данном случае мы взяли светло-розово-сиреневый оттенок, добавили еще немножечко белого и черного цвета, конечно же, в нашу композицию. И всеми этими цветами вырисовываем геометрические узоры. В данном случае геометрический мотив безумно простой. Настолько простой, что с ним справится любой мастер. Что необходимо? Нарисовать просто пересекающиеся в разных направлениях полоски. Стараемся сделать полоски одинаковой ширины между собой и одинаковой ширины по всей длине полосочки. Это, в принципе, основное, зачем нам нужно проследить. И как обычно в моих роликах будет не один вариант дизайна, а несколько. Смотрите, в данном случае вот эта геометрия – это уже самостоятельный дизайн, полностью готовый, с ним можно ходить, он замечательно смотрится, его можно перекрыть глянцевым финишем, его можно перекрыть матовым покрытием, под любым покрытием он будет смотреться не менее интересно. Можно для контрастности добавить еще буквально парочку черных полосочек в прорисовку, но это уже самостоятельный дизайн. В нашем же случае этот самостоятельный дизайн станет задним фоном для дальнейших дизайнерских решений. Из этого же магазина в этой же посылочке мне пришли безумно красивые фольгированные и 3D слайдер дизайны. В данном случае все их я здесь не показала, потому что будем с вами еще немножечко играться в дальнейшем с этими наклеечками. Там я вам покажу, какие наклейки конкретно мне пришли. И для того, чтобы наклейки лучше крепились, я перекрыла ноготочки клеем для фольги. Но не тем клеем, который сушится на воздухе, а гель-клеем, то есть базой для отпечатывания фольги. Сейчас появились так называемые
утюжок для фольги или база для фольги. Вот именно этой базой я покрыла, создала очень хорошую липкую поверхность и на нее размещаю слайдер-дизайны. Благодаря вот этой вот липучести они замечательно прилипают, очень хорошо держатся, очень хорошо располагаются на ноготочке. И как вы видите, я располагаю дизайны больше, чем мой ноготок. Все остальные излишки слайдера убираю при помощи праймера. То есть прям по слайдеру прохожу с праймером и потом излишечки убираю при помощи щипчиков и апельсиновой палочки. Праймер слегка разъедает вот эту вот пленочку, на которой держится слайдер дизайн, убирает все-все-все складочки и убирает излишки слайдера, которые выходили за периметр ногтя. А теперь нам, конечно же, нужно все это дело запечатать. И здесь внимание, девочки! Очень много на просторах интернета есть мастер-классов по поводу работы с объемными слайдер-дизайнами. И во всех практически рекомендуется слайдер-дизайны сверху заравнивать при помощи финишного покрытия. То есть перекрывать настолько толстым слоем, чтобы выровнять поверхность. А теперь, внимание, вопрос. Зачем использовать объемные слайдеры и потом выравнивать поверхность? То есть объемный слайдер, он должен оставаться объемным. И мы финишем не должны заливать все эти объемы, потому что если мы заливаем, не проще ли было бы использовать сразу плоский слайдер? Зачем использовать объемный? Поэтому при перекрытии финишного покрытия излишки финиша на слайдере я убираю при помощи кисточки из баночки. И тогда, добавив сверху небольшую белую прорисовку, мы получаем объемный слайдер на нашем плоском заднем фоне. Вот такой дизайн ногтей у нас сегодня с вами получился. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы будете использовать такую идею. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!